Ну, а пока что мы в ожидании выхода пятого эпизода, или же такой нашумевший мод под названием Other Story, ну или же как на русский перевод другая история, мы можем лицезреть новый проект по Зайчику. Недавно наткнулся на трейлер, честно, случайно, он прям наткнулся в ленте в ютубе попался. И я, естественно, посмотрел, я думал, просто какие-то люди пытаются нажиться на хайпе данной игры, но нет, оказывается, проект. Он называется у нас Tiny Bunny, ну или же на русский перевод Зайчик, я не изгой. В принципе, очень интересно, что это за проект, ну а перед началом, прежде чем я продолжу, попрошу пару простых действий. Это лайк, подписка и колокольчик. Ну и напишите комментарий. Вам не трудно, а мне приятно. У аппарата, как всегда, несменный его ведущий я, Дэнфоб, а мы... На дворе месяц июль, и я как бы не ожидал что-то такого-то прям найти, что-то годного. И листая ленту в ютубе, я нахожу, что у многих упали просмотры, упала активность, многие ютуберы также летом ушли отдыхать и просто не выпускают контент, или он уже снят заранее и расположен по датам. И тут на тебе мне попадается... Пожалуйста, новый мод по Зайчику «Я не изгой», и я решаюсь посмотреть данный трейлер. Думал, очередной фейк. Я предлагаю сейчас вам посмотреть вместе со мной данный трейлер и как бы сделать выводы. Возможно, вы его не видели, но сейчас вы вместе со мной посмотрите. Что ж, я хочу сказать, если же не будет никаких авторских прав и так далее, или просто жалоб, то тогда трейлер также останется. Просто-напросто, что если вдруг им как бы не понравится будет жалоба, трейлер я вырежу. Новый дом, новая жизнь, новые знакомства. Нужно начать все с чистого листа. Но все ли так просто? И влияю ли я на что-либо? Они хотят сломить меня, уничтожить, загнать в угол, изолировать. Но я докажу всем. Они все увидят. Я докажу им, что я не изгой. Новые персонажи. Важен каждый выбор. Авторитет или одиночка? Любовь или вражда? Наш новый мод. Зайчик, я не изгой. Долой внешние факторы. Я сам построю свою судьбу. Сам трейлер очень качественный, и видно, что этот проект, он, как бы сказать, саморазвивающийся. Видим, все начинается с самого начала, то есть видим, машина едет в лес по снегу, прикольно. Ну, как бы дорога должна быть расчищена, но как бы мы видим проект. Если вдруг разработчики данного мода видят данное видео, то я хочу вам сказать, создавайте группу ВКонтакте или еще какие-то там платформы, и то есть опубликовывать туда эксклюзивные тоже вот эти вот как Other Story записи, то есть что будет, какие изменения, что добавится, что появится. Как бы всем интересно, вы уже как бы завлекли, наверное, большой... Мы видим, едет, как мы знаем, у отца Антона автомобиль, это BMW, едет BMW по заснеженной дороге в лес, ведь мы знаем, они живут на окраине поселка, рядом с лесом. Они приезжают и как бы говорят, что новая жизнь, да, и видим, что видим дом Антона самого и так далее, что многие кадры здесь мы видим. И здесь мы как бы замечаем ту самую особу, которую мы недавно видели у Вика. О, здравствуйте. Короче, если что, я вырежу из старого ролика ее описание и вставлю. То есть ничего такого не, как бы, не будет.
Большинство писало мне в комментариях, мол, это фейк, ничего такого не будет, данного персонажа нету, и типа это просто люди пытаются нарубить лайков, донатов и так далее, просто как бы ничего такого сверхъестественного не будет. Но нет, будет мод, пожалуйста, то есть персонаж новый, как бы не в основную историю попадает, но попадает в мод, в другую историю, я не изгой. И у нас тоже здесь есть сюжетные выборы, и трейлер, я вам скажу, очень качественный. А попрошу заметить, в конце вообще была какая-то сцена. Ну и не в конце, и посередине была сцена с Алисой, и она днем пришла прямо к Антону в дом. Она не боится днем подходить, то есть родители не спят, они могли ее увидеть, и что Антон с ней контактирует. И видим, что появляются какие-то скримеры, то есть Антону закрывает глаза, возможно, это Алиса просто так играет, закрывает глаза, а в виде трейлера это показалось, как типа Антон испытывал некоторую осторожность, и поэтому у него вот так вот. А в конце два силуэта приходят к Антону, и видим, когда близко они подходят, один с ножом, и два силуэта, и у них белые глаза. А некоторые думают, что это бандиты, я уже слышал в некоторых мнениях. То есть отец Антона Борис, он, как бы вы знаете, был, и сейчас, по сути, пока пятый эпизод не вышел, он связан с бандитами, и он типа от них вот прячется, так сказать, в поселке. И вот типа это пришли за ним. Но я почему-то думаю, что это Ромка с Бяшей, поскольку мы знаем, что у Ромки есть ножик под названием Бабочка. И у другого, второго как бы темного силуэта в руках ничего нет. И я хочу предположить, что это именно Ромка и Бяша пришли к нему в дом, ворвались, так сказать. То есть уже ни стыда, ни совести поглядеть. Далее я наткнулся на озвучку главной героини данного мода. Может быть, она не главная, но все-таки очень интересно. Послушаем давайте и сделаем некоторые выводы. Кириллина Анастасия. Творческий проект по мотивам визуальной новеллы «Зайчик». Роль Вика. Тоша, Тошенька, пойдем поиграем. Привет, Антон. Что с тобой? Ты словно привидение увидел. В нашем классе тебя все знают. Константин Владимирович говорил, что ты настоящий художник. Вроде нет. А то я бы запомнила. Ничего страшного, меня многие с другими девочками путают. Родители говорят, что я очень неприметная и похожа на каждую вторую девочку в поселке. А ты как думаешь? Правда? Мне еще никто такого не говорил. Совсем никто. Ты первый. Меня Вика. Спасибо. Я слышала, ты интересуешься вкладышами? У меня есть. Угу. Только у нас сейчас урок будет, математика, и опаздывать никак нельзя. Давай на следующей перемене встретимся и все обсудим, ладно? Можно и после уроков, если ты не против. Ой, мне пора. До свидания, Антон. Ой, прости. Ну так что, посмотришь мои сокровища? Тут не очень много, но, как говорится, чем богаты, тому и рады. Какой тебе больше нравится? Этот очень дорого стоит. А знаешь что? Давай забудем про деньги. Хотя бы ненадолго, а то от них больше неприятностей, чем пользы. А вот и есть. У тебя есть твой талант, Антон. Нарисуешь что-нибудь для меня? Да, хочу! Неужели это я? Ну что ты, Антон, это чудесно. Я даже не знала, что на самом деле такая... Ой, да забирай хоть все. Мне для тебя ничего не жалко. Спасибо тебе, Антон. Огромное спасибо. После того, как вы прослушали, теперь я хочу вам сказать, то есть после того, как я вам вставлял до этого описание, мы знаем, она собирает вкладыши, она дружит из параллельного класса всего лишь с Полиной. То есть, оказывается, есть параллельные классы, одногодки, все понятно. И видим, что к Антону она тоже проявляет некий интерес.
она с ним разговаривает, общается, есть общие увлечения, и как бы ей интересно с ней. И скажу, у главной героини очень приятный голос актрису, которая озвучивает, большое спасибо, очень хороший голос, качественный, подходите прям очень хорошо, прям вы делаете свою работу качественно. Если вдруг вы смотрите этот ролик, я вам скажу прям большое спасибо, что стараетесь ради фанатов, вы большие молодцы, продолжайте, мы дальше будем продвигать. А еще мы можем услышать под конец, что она попросит Антона ее нарисовать. Да, вы знаете, у Антона есть дар, он очень хорошо рисует. И да, сейчас будут кадры тоже вставляться будут, что вот, мол, Вика, он рисует Вику. Что она подходила, это тень вот ее, и ей как бы очень понравилось, что якобы, вау, это же она, так хорошо выглядит. И как бы уже мы видим, что он прямо ловелас знатный. У него есть и Лиса Алиса, и Полина, и Катя, и получается уже Вика. Но Олю мы затрагивать не будем. Дальше мне попался вот такой вот кадр. Видим здесь у нас в школьном тупичке, где нас в Other Story встречала Катя. Или в оригинальной игре и также и в Other Story тоже встречала здесь Полина. Но в этот раз здесь у нас Ромчик. Оу, что у нас, ветка Гачи-Мучи или что это? Мы видим, нам Ромка предлагает кассету «Незнайка на Луне». И что я хочу вам сказать, что возможно Ромка попытается выиграть обратно свой полароид. Или же просто захочет тоже по что-то. На что он собирается спорить, я так и не знаю, как бы скоро выйдет игра, и мы будем в нее играть. И поэтому хочу сказать то, что данный приз мы обязаны выиграть, то есть, возможно, это очень пригодится, и Оля там, например, к нам что-то, возможно, тоже с нами обменяется, или просто-напросто надо порадовать как-то свою сестру, или, возможно, данной кассетой можно с Викой что-то обменять. Но, как вы слышали по озвучке, Вика за рисунок красивый готова отдать все вкладыши турбо. Да, ей нравится собирать вкладыши и все, что можно коллекционировать, все, что среди сверстников коллекционируется. То есть я сам подобие коллекционера, тоже люблю всякие побрякушки коллекционировать. Так что хочу сказать, что очень отличное хобби, как бы особенно у детей, что-то собирать, коллекционировать. Некоторые считают, что это просто трата денег и просто дрянь. Нет, увы, это не дрянь, это не трата денег на пустую. У каждого свои увлечения, у каждого свои интересы. И данное что-то коллекционируемое несет. И видим, среди детей 12-летних, у которого еще на дворе 90 какой-то год, и среди них просто-напросто сейчас это уже не модно. То есть собирать вкладыши в жвачках. Я вот смотрю, дети коллекционируют совсем другое, и сейчас, возможно, мода поменяется, что-то приедет с Китая, что-то будет совсем другое в моде, и что-то будет другое совсем собираться. Кто знает, кто знает. Но видим, что в те времена было активно собирать это вот вкладыши из жвачек. Также я в моем детстве тоже были и турбо, и прочие ноунеймские жвачки тоже со вкладышами, с анекдотами, помню, были, с городами, с трансформерами и прочими там машинами, кораблями, самолетами, с военной техникой. Тоже было очень интересно собирать. Я помню, как мы тоже обменивались, играли на вкладыши и коллекционировали. И у меня дома до сих пор они лежат, как бы до сих пор. Дальше я хочу вам показать кадр. Это у нас записка. Кто-то положил Антону записку и написано другим почерком. На том же месте, в том же самом время. То есть на большой перемене в том же месте дело есть. Кто же, интересно, нам положил эту записку? Вика, Ромка или Бяша? Далее хочу показать кадр, как у нас в классе Антона произошла к нему Вика. И смотрите, снизу написано: войдя в кабинет, она и сама не заметила, как прошлась по мокрому полу. Ну, вижу, что девочка вполне себе симпатичная, и, видимо, она довольно-таки очень... Что ж, ребят, ну, как бы 3 проекта, которые можно смело, спокойно играть по поводу, то есть, я не изгой, мы, естественно, пока что еще не знаем, как выйдет игра, так выйдет, я прям сразу же сяду и начну ее играть. Ну, если же я в этот день не буду работать, тогда я прям сразу же в этот день сяду,
включу запись экрана, подключу микрофон, надену наушники и будем с вами проходить данную игру. Я даже не знаю, будет она платная или бесплатная, но пока что на первое время, я считаю, нужно будет сделать игру бесплатной. Ну, а возможно будет и платной, но данный персонаж очень таинственный и загадочен. Многие думают, что это Алиса, якобы с параллельного класса, ведь она знает, кто мы, и она знает, что у Полины есть тетрадка дружбы, ну или как называется, анкета, и что типа якобы это она в оригинале и есть, то есть кто-то из разработчиков делает свой фанфик, кто. Но скажу одно, что тема довольно-таки очень интересная. Сейчас вот 3 проекта, которые мы можем смело играть. Это в Тини Бани обычная, Тини Бани Other Story и вот Тини Бани Я не изгой. В принципе, очень интересно. Давайте-ка все-таки мы подождем и, естественно, посмотрим, попробуем, надкусим, проглотим данный проект. Насколько он хорош, насколько нет, а насколько ему нужно еще быть доработанным или, возможно, уже все слажено и готово, а нам просто остается лишь только... Ну, а на этом, ребят, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всю информацию, что я нашел, я вам показал, рассказал. Если вдруг вы сейчас смотрите видео на этом этапе, напишите в комментариях слово Вика. То есть это будет кодовое слово, я буду знать, что вы сейчас смотрите видео до конца, то есть до этого фрагмента. И мне будет очень приятно, что большое количество людей смотрит до конца, и я не зря делаю ролики такими долгими. И то есть... Мне будет очень приятно, и также я нажму на ваш комментарий свой лайк, то есть эксклюзивно от автора канала лайк. И поэтому вы, если вдруг замечаете, что в предыдущих видео те, кто писали кодовые слова, просто-напросто, кто досматривал, тот знает, и у них есть лайки, я, например, у обычного комментария, бывает, не ставлю, то есть он, возможно, не интересен, или просто-напросто я как-то не увидел его. То есть поэтому я ставлю им лайки, поскольку они... и обычные комментарии я тоже стараюсь лайкать, поскольку что-то интересное бывает пишут, что тоже можно поразмышлять, сломать голову, например, от фанатских теорий. А на этом, естественно, все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.